Я снова на левом берегу реки Пшада. Кое-что надо было проверить. Ну и решил сходить до дальнего дольмена по этой стороне, который я еще не показывал. Классический дольмен, плиточный. Ну и, как видим, по бокам два таких крыла. Белого покажу его. Чуть выше отверстия кайма. Причем она только сверху выделена, снизу сходит на нет, ниже отверстия. Как будто пробку в размягченную плиту вставляли. Либо второй вариант, это просто наросло. Вот эта часть. Кто смотрел мои видео «Эзотерическое дольменоведение», там я более подробно с примерами об этом говорю. Ну вот здесь крепида, вот эти камни, как-то непонятно. Обычно два варианта. Либо она заворачивает за дольмен, вокруг дольмена, как бы кольцо. И дольмен сверху засыпался, экранирующая система. Либо второй вариант, когда крепида перед дольменом заворачивает. И получается рабочая площадка открытая. Ну и дольмен тоже засыпался. А здесь она ровно. Перпендикулярно оси дольмена. Не то, не все. Камушки. О них я тоже рассказывал. Очень частое явление. Люди кладут камушки. Дольмен средних размеров. И вот обращаем внимание. Двойной паз. Такое редко, но бывает. Возможно, вторичное использование. Сейчас плита, она вот заканчивается. Она вставлена вот в этот паз, ближний камере. А этот паз пустой. Но я не подлезу. Как будто либо вторичное использование. Эта плита когда-то стояла в другом дольмене, и ее потом на этот переставили и уже вставили по какой-то причине сюда. Либо подгонка была. Ну, вот такое бывает. Редко, но бывает. Внутрь сразу заглянем. На вытянутой руке снимаю. Ну вот на портальной плите видим лунки. Что еще тут интересного? Вот. Видим камни, осколки. И при осмотре я обратил внимание на
Вот это на природный скол не похоже. Как будто обработано. Но это и не отверстие. Потому что вот оно как бы не закругляется, а прямо идет. Как будто какой-то элемент от какой-то другой конструкции. Могли стройматериал с других дольменов сюда применить, по бокам обсыпку сделать. Плита вот такая вся волнистая. Верхняя слоистая, видимо. Подгонка четкая. Ну вот видно, что уже пополз он. Щель. Ну здесь вот прям четко. И вот видим наплыв. Тоже о чем я говорил в своих видео. Эта корка, она нарастает. И вот остаток видим. Плотно закупоривалось это все. Внутрь еще отсюда загляну. Вот тот угол, в который я заглядывал. Видим, что плита задняя не обломана. То есть слой никакой не отвалился для, я имею в виду, второго паза. Но отсюда плохо видно. Где-то он там на нет исходит. Ну, лучше я не покажу. Вот такой дольмен. Ну, буду возвращаться и покажу то, что я хотел, ради чего сюда шел. Чуть не забыл. Еще хотел я кое-что показать в этом месте. Позади дольмена. Вот такая конструкция. Каменный лабиринт. Естественно, это новодел, а не то, что настоящее на северах. Там настоящие завитырники. Конструкции от древних. Когда они уходили, они людей обучали их обслуживать. Но люди потом все это дело забросили. Предназначение у них для заворота энергии Земля, космос ставились на определенных местах. Ну и заворот не просто так, а, скажем так, для стабилизации. То есть, например, в одном месте идет поток энергетический в одну сторону, и чтобы не было перекоса, делался завитырник, например, в обратную сторону, и некая стабилизация была. Назначение разное. В одну сторону одни каналы, тут же в другую, и мог как бы, не знаю, как это сказать, нейтрализовать потоки, стабилизировать. Ну а то, что люди по ним ходят, ну да, если по такой энергетической конструкции пройдешься, естественно, зарядишься, разрядишься, перегрузишься. Вполне возможно. Если человек, который это делал, чувствующий, поставил на правильном месте,
Ну, может быть, даже и работает как-то. Но, судя по следам, тут уже давно не было никого. Камушки дерева обложили. Но это они, конечно, зря. Камнями перекрыли энергетику дерева. Ну, вроде бы живое. Засыхание незаметно. Значит, в принципе, нормально все. Ну, вроде бы все здесь показал. Теперь уже идем к следующему дольмену. Вот к этому дольмену я в этот раз ехал. Когда в прошлый раз видео снимал, я один элемент пропустил. И решил вернуться кое-что проверить. Ну и заодно по пути обращу внимание на интересные какие-то моменты. Если я рядом стану, дольмен будет выше меня. Конструкция достаточно большая. И видим, насколько отлетели осколки. Какая силища была нужна, чтобы обломать вот верхнюю плиту и не просто вниз сбросить, а вот они аж отлетели на несколько метров. Толстенные такие куски, даже следы какого-то воздействия видны. Штукатурка замазана. Зачищали, и вот параллельность наблюдается. Видим, как выедено, то есть как энергетический поток шел, приземленный. Тяжелые энергии, они понизу стелились. И вот выело. Обо всем этом у меня рассказано в моих видео «Эзотерическое дальменоведение». Сейчас я просто повторяюсь. Ну вот корка видна. Вот это вот оригинальная, видимо, поверхность. А вот это уже нарощенная. А приехал я сюда, чтобы проверить. Сейчас подлезу. Вот обращаем внимание, паз, он наклоненный, он не перпендикулярно идет срезу верхнему. Я такой наклоненный паз косой видел только на дольмене на горе Гудзево возле Новороссийска. И вот это в моей практике второй объект, имеющий такой же паз. А приехал я проверить, параллельный ли он со вторым пазом на второй стороне. Потому что вроде как кажется, что на левой плите паз перпендикулярно верхнему срезу. И мне вот стало интересно, была ли перекошена плита, либо они все-таки параллельны. Потому что основная конструкция целая, плиты не смещены. Штукатурочка сразу покажу. Вон. Ну, я вниз не лезу. Там видим тоже остатки энергии в виде цветовых разводов, цветных. Ну, я с собой прихватил лазерный уровень. Сейчас выставлю и посмотрим. Ну вот, выставил лазерный уровень. У него есть два лазерных лучика, параллельно идущие. Но, к сожалению, чуда не произошло. Вот видим. Я выставил один луч
параллельно правому пазу, который кривой у нас. И второй луч идет параллельно левому пазу, который кривым не кажется. Ну, видимо, все-таки он кривой. Раз они параллельны. А жаль, было бы интересно, если бы плита винтом была. Ну, что есть. Практические измерения показали, что пазы параллельны. Еще один момент по этому дольмену. Видим резку. Размягченный край. Это не просто отломано, это резалось именно энергетическим воздействием. И сразу рядышком небольшой развальчик покажу. Я его тоже пропустил в прошлом видео про этот дольмен. Вот такие примечательные два кусочка. Задняя плита небольшая такая. Там где-то метр. Тут чуть больше. И паз. Скорее всего, под переднюю плиту. Пяточная плита. Ну, вот это все, что и осталось от дольмена. Кстати, обращаем внимание, как деформирована задняя плита. Тоже какие-то канавки. Как будто ее здорово так плавили чем-то. Ну и вон там вдалеке. Вон тоже какие-то осколки.